привет! С вами канал Косплеер и я Марианна Деморт. И сегодня я вам расскажу, как сделать броню Артоса своими руками из подручных материалов. Итак, начинаем. Надплечники. Берем обычный гнущийся картон, у меня картонная папка. Рисуем овал, вырезаем. Для придания формы трем ее об угол стола. Делаем 3 надреза до середины. Склеиваем надрезы. Если вы планируете в этой броне валяться или делать сильную драку, то есть делать то, от чего броня может сильно повредиться, то вместо картона можно использовать обычный туристический коврик. И так же само делаем второй надплечник. Обрезаем края, чтобы выровнять форму. С внутренней стороны приклеиваем резинку. Сюда вы будете всовывать руки, чтобы надплечники держались. Берем твердый гофрированный картон, можете заменить туристическим ковриком. Обводим надплечник по контуру и рисуем что-то наподобие луны. Приклеиваем. Для вот этой выпуклой части берем гнущийся картон и рисуем 2 фигуры наподобие луны. Склеиваем их в верхней части и приклеиваем к надплечнику. Для шипов вырезаем вот такую фигурку из гнущегося картона и скручиваем. Если вы хотите более бронебойную броню, то можете вместо картона для шипов взять пластиковую папку. Склеиваем скотчем и приклеиваем к надплечнику. Делаем еще несколько шипов. Один шип у Артоса сломан. Вырезаем из картона 2 овала и приклеиваем к надплечникам. Сначала вырезаем форму всей брони, а потом уже будем заклеивать черепами. Так вам будет быстрее сделать броню. Для рук берем обычную пластиковую бутылку и рисуем форму наручей. Вырезаем. Острые углы затупляем наждачкой, чтобы не порезаться. Для шипов вырезаем из пластиковой бутылки треугольники, складываем их пополам. Острые углы затупляем наждачкой, чтобы не порезаться и чтобы глаз кому-то не выколоть. Приклеиваем. Для того, чтобы пластик склеился, клея надо много. Если клеите горячим клеем, то надо клеить, как только пистолет начал греться, то есть не горячим, потому что пластик расплавится. Эту часть для рук тоже вырезаем из пластиковой бутылки и таким же методом делаем шипы. Броню для ног вырезаем из картона. Эту часть тоже вырезаем из картона и склеиваем. На этой части у Артоса фигура, похожая на позвоночник. Берем пластиковую бутылку с такой вот ребристой поверхностью, вырезаем из нее полоски и приклеиваем к картону. И у нас получаются костяшки. Для брони на нижней части ног вырезаем также из картона вот такие 2 фигурки. Пояс вырезаем тоже из картона. Можете заменить туристическим ковриком. Берем какой-нибудь свой пояс и приклеиваем картонку к поясу. Берем веревку для белья или какой-нибудь провод или распущенный старый вязаный свитер и приклеиваем по контуру, потому что у Артоса на броне такой вот выступающий контур. Заклеиваем остальную броню веревкой и делаем из нее узоры. Для надплечников веревка была сильно тонкой, поэтому я заклеила их двухсторонним скотчем. Хорошо заклеиваем, прижимаем. Двухсторонний скотч заклеен бумагой, чтобы к рукам не прилипало. Вы эту бумагу не отрывайте, потому что я ее оторвала и она начала липнуть к рукам очень сильно. Снимите ее только тогда, когда уже будете красить. Но когда вы уже покрасите акриловой краской, то липнуть скотч уже не будет и отваливаться тоже не будет. Остальные части заклеиваем веревкой для белья. Рога делаем таким же методом, как мы делали шипы. Нагрудник. Если вы делаете женский косплей Артоса, то возьмите обычный лифчик и приклейте к нему вырезанные вот такие фигурки из картона, либо из туристического коврика. Если вы мужчина, то делайте мужской нагрудник, соответственно, а то иначе вас не так поймут. Можете делать из картона или из туристического коврика. Теперь приступаем к черепам и костям.
Из пищевой фольги делаем форму черепа и приклеиваем к надплечнику. Дальше залепливаем какой-нибудь самозатвердевающей массой. Вы можете лепить из полиморфуса, тогда черепа будут более бронебойными, но если у вас нет денег на полиморфус, вы можете заменить на папье-маше. Это мелко покромсанная туалетная бумага, смешанная с клеем ПВА. Но поскольку у меня не было времени для того, чтобы делать массу папье-маше, так как я делала эту броню за 2 дня до фестиваля, поэтому я купила самозатвердевающуюся глину. Она бывает разных цветов. Вылепливаем череп на поясе, черепа на ногах и остальные фигуры, зубы, языки, вот это длинные языки, а внизу зубы. Лепим костяшки. Теперь все заклеено, осталось только покрасить. Берем серебристую светлую акриловую краску, капаем туда чуть черной акриловой краски, перемешиваем и начинаем все это красить. Изделие сначала надо красить темнее. И теперь вы уже можете снять из двухстороннего скотча бумагу и покрасить. Когда высохнет, не будет липнуть. А теперь берем серебристую светлую акриловую краску, красим только выпуклые части. Черной акриловой краской красим впалые части, глазницы, контур, тени. Такой метод покраски дает эффект 3D. Приклеиваем резинки, чтобы это все держалось на руках и на ногах. А для вот этой части вместо резинок используем шнурки. Если надплечники вдруг не будут держаться, а будут сваливаться, слазить, то возьмите липучку и приклейте ее к нагруднику. Для плаща берем черную ткань. Она должна быть шире ваших плеч в 2 раза. Иголкой и ниткой сшиваем верх плаща. В форме гармошки проводим иглу и нитку до конца и перешиваем резинку. Это у нас будет место для рук. Так мы будем надевать на плечи, чтобы держалось. Внизу и по краям делаем дырки. Берем кусок ткани поменьше и приклеиваем к поясу. Внизу кромсаем. Для гетров на ногах берем искусственный серый мех, сшиваем иголкой и ниткой. Рекомендую именно искусственный мех, а не натуральный, потому что для натурального все-таки животных убивают, поэтому, используя искусственный мех, вы убережете жизнь и животному, и ваша совесть останется чиста. Кольчуга. Покупаем на секонде серую вязаную кофту, желательно с блестками. Если серого цвета не найдете, то берите черную и слегка покрасьте ее серебристой акриловой краской. Теперь вы знаете, как сделать крутой костюм Артаса. И вас интересует вопрос, развалится эта броня или нет. Я была в этой броне на Вигейме 2 дня, и сегодня одела 3-й раз. И как видите, все на месте. А если вы боитесь, что картон может там поломаться, развалиться, то вы помните, что вы же не для ролевых игр его делаете. Вы не будете драться в нем по-настоящему. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на наш канал. А если вам не понравилось это видео, все равно ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Тут будет еще очень много интересного. До новых встреч!